Вы пришли в этот мир, чтобы получить урок развлечения. Я есмь Шива, пришедший к вам вновь через моего посланника. В качестве темы сегодняшней беседы мне бы хотелось использовать небезызвестную вам притчу о лошади. Вы можете привести лошадь к водопою, но вы не можете заставить ее пить. Наши беседы порой напоминают эту притчу. Мы подводим вас к реке божественной энергии и даем вам возможность почерпнуть бесценные знания, мудрость веков, которая содержится в наших посланиях. Однако вы сами, и только вы сами, можете принять решение и начать пить. Никто не может это сделать за вас. И точно так же наш посланник не способен никого заставить силой принимать нектар божественной энергии, содержащейся в наших посланиях. Мудрые люди не спешат прикоснуться к информации, которая приходит из незнакомого источника. И это правильно. Если вы будете поглощать все без разбора, то у вас может наступить несварение в мозгу. Вам следует очень качественно отбирать в окружающей вас действительности ту информацию, которая заслуживает вашего внимания, и отделять ее от того мусора, который в изобилии расположен на полках в ваших магазинах и в интернете. Еще совсем недавно каждая книга, которую мы давали через наших посланников, представляла собой диковинку и воспринималась как нечто непонятное и обескураживающее. Но сейчас время изменилось, и такой обескураживающей информации и литературы развелось очень много. И проблема уже состоит не в том, чтобы найти новую информацию, а проблема состоит в том, как оградить себя от потока информации, которая при всей своей кажущейся новизне представляет собой яд в красивой упаковке. Только в отличие от того яда, который вы покупаете от вредителей, на упаковке которого ясно указано, что это яд, на обложках ваших книг не написано, что они представляют какую-либо угрозу вашему сознанию. Поэтому мы изменяем нашу тактику. И нашей задачей с этого момента является не просто дать вам информацию, но дать вам знание, как различить в море окружающей вас информации истинную информацию от ложной. Вы знаете, что четких критериев не существует. И всегда, когда речь заходит о развлечении, мы предлагаем вам войти в ваше сердце и доверить высшей части вас самих произвести выбор и оценку. Потому что высшая часть вас самих всегда знает истину. Однако не всегда сама мысль о том, что нужно обратиться к высшей части вас самих, приходит к вам в голову. Я уже не говорю о том, что чистота ваших нижних тел может быть недостаточной для того, чтобы почувствовать и различить голос высшего Я. Поэтому уместно будет привести внешние критерии, на основании которых вы сможете производить различения в потоке окружающей вас информации. Прежде всего, обращайте внимание не на качество переплета или внешний вид книги. Прежде всего, обращайте внимание на качество подачи материала. И если информация не дается на понятном вам уровне, то прекратите чтение. Дело в том, что существует очень много уровней подачи информации.
И то, что доступно сознанию одного, не может быть доступно сознанию другого. Не всегда за сложным текстом стоит истина. Однако, если вы достигли высокой ступени посвящений, то вы всегда отыщете на полках магазинов те ключи, которые вам позволят распознать истину в самом запутанном тексте. Раньше мы прибегали к тому, чтобы намеренно запутывать наши послания. В этом случае мы старались отпугнуть от нас тех, кто старается использовать нашу информацию в своих корыстных целях. Теперь мы не склонны к усложнению, потому что усложнить даваемую информацию можно всегда. Но суть даваемого, как правило, очень проста и доступна даже ребенку. Поэтому, сколько бы вы ни ходили и не блуждали по дебрям так называемой эзотерической литературы, мы советуем вам поднять взгляд над сутью даваемого и ответить на один простой вопрос. Как то, что вы читаете, помогает вам в вашей реальной жизни? Помогает ли вам та информация, которую вы получаете, освободиться от нереальной части вас самих и устремиться к вечной неприходящей реальности? Что дает вам информация, которую вы читаете для развития вашей души? Как эта информация помогает вам в вашей жизни? Вы можете почерпнуть советы о многих очень искусных практиках. Но эти практики или ведут к умножению окружающей вас иллюзии, или уводят вас от вашего предназначения и создают иллюзию, что вы являетесь очень значимым существом в космическом масштабе. И в том, и в другом случае вы теряете точку опоры в вашем сознании. Вы либо углубляетесь в материю, либо парите в заоблачных высотах. Но общим является то, что вы в итоге только порождаете иллюзию и творите эту иллюзию либо на физическом плане, либо на астральном плане. Вашей задачей является постоянно поддерживать реальный взгляд на ваше положение в этом мире. А ваше реальное положение – это стоять ногами прочно на земле и в то же время помнить о вашем космическом происхождении и устремляться к Богу. Устремление к Богу не следует путать с устремлением к занятию высокого положения в космической иерархии. Да, не исключено, что внутри многих из вас присутствуют высокие космические существа, которые пришли на Землю и используют любую возможность, чтобы помочь цивилизациям Земли. Однако никогда не забывайте, что ваша душа проходит земную эволюцию. И эта эволюция очень постепенна. Поэтому вы не можете на протяжении одной жизни сразу стать великим космическим существом. Вы можете предоставить высокому космическому существу действовать через себя. Но чаще вы предоставляете возможность существу астрального плана действовать через себя. Где критерий? Как понять и сделать развлечение? Вы знаете, что для того, чтобы высокие космические существа были способны действовать через вас, вы должны распрощаться с большей частью вашего эго и принять на себя преданное служение космической иерархии. Для того, чтобы предоставить себя в рабство сущности астрального плана, вообще не требуется никаких ваших достижений, кроме желания вашего эго к самовозвеличиванию. Очень много людей, начитавшись разного рода поверхностной литературы, возомнили себя очень великими существами, занимающими высокое положение в космической иерархии. И сами эти люди так заигрались в свои игры, что уже не способны сделать развлечения. Мало того, они не беспокоятся о том, чтобы сделать какое-либо развлечение, потому что они уверены в своей исключительности и величии.
Однако окружающим людям уже после нескольких минут беседы становится ясно, с кем они имеют дело. Поэтому мы просим вас о развитии дара развлечения в вас самих. Поэтому мы говорим вам, прежде всего и в первую очередь, избавляться от своего эго, потому что ваше эго мешает вашему развитию, вашему видению и вашему служению. Очень жаль тех индивидуумов, которые пошли путем самовозвеличивания. Однако это их выбор. И они сделали тот выбор, который хотели сделать. Ваш мир иллюзии отличается тем, что каждый получает то, к чему устремляется. И если вы хотите стать высоким космическим существом, вы станете им непременно. И вы получите все знаки с тонкого плана о том, что вы являетесь этим высоким космическим существом. Все дело в том, что ваш мотив в самом начале был неверен. Вы хотели стать могущественным существом. А истинным мотивом было бы стать самым смиренным существом, слугою всех живых существ, живущих на Земле. Истинным мотивом было бы освобождение от эго и помощь всем живым существам. Поэтому вам не обязательно даже обращаться за подтверждением ваших, как вы думаете, космических достижений к другим людям. Вам просто необходимо ответить на вопрос, каков был ваш мотив, когда вы приступали к изучению эзотерической литературы. Хотели ли вы получить что-то для себя, или вы хотели отдать все для служения жизни? Божественная наука, на первый взгляд, кажется очень простой. Но очень многие так далеко заходят в лабиринты ложных понятий и знаний, что получить саму нашу помощь для них уже является проблематичным. Поэтому мой вам совет. Всегда, перед тем, как углубляться в какое-либо учение или следовать какой-либо практике или внешнему учителю, внимательно проанализируйте тот мотив, который вами движет. Потому что вы притянетесь по своим вибрациям и по своим внутренним желаниям, которые вами движут, к той группе людей и к тому учителю, которые просто снабдят вас тем, что необходимо вам для того, чтобы достичь ваших целей. И никогда не вините никого вне вас, что вы попали в секту или подпали под чье-либо влияние. Потому что вы сами, и только вы сами, ответственны за все, что с вами происходит. Вы пришли в этот мир, чтобы получить урок развлечения. Развлечение добра от зла, иллюзии от реальности. Получайте ваши уроки сами. И помните, что мы можем вам помочь только тогда, когда вы просите нас о помощи. Я есмь Шива, и я приходил для весьма важных наставлений. Urvaru Kamiva